Кто из нас в детстве не зачитывался легендами и мифами древнего мира? И это были не просто занимательные истории для внеклассного чтения. Легендарное прошлое Древней Греции и Древнего Рима занимает немало страниц в школьных учебниках истории. Начиная с XVIII века, знание так называемой античной истории стало мерилом образованности человека. Поэтому уже не одно столетие школьники заучивают имена римских богов и императоров, даты великих римских сражений и годы постройки грандиозных римских сооружений. В этом фильме мы попробуем разобраться, что же это такое древнеримская история, подлинное прошлое или литературный миф. Глядя на эти книги, аккуратно расставленные на книжных полках, кажется, что и вся история человечества также упорядочена, а главное, доподлинно известна. И у каждого исторического факта, описанного в этих книгах, обязательно есть документальное подтверждение. Но любой серьезный исследователь мировой истории знает, что это не так, потому что большинство этих историй основано не на подлинных документах, а на мифах и легендах. О том, что легенды очень часто рождались на пустом месте, говорит история выдающегося писателя эпохи Возрождения Франческо Петрарки. Считается, что он был одним из первых исследователей Древнего Рима и ярым пропагандистом Его Величия. Петрарка приходил в священный восторг при виде итальянских развалин. Будучи уже авторитетным и известным поэтом, он вступил во второй период своей жизни — период странствий. Во Франции, Фландрии, Германии он знакомился с учеными, обследовал монастырские библиотеки, в которых искал забытые рукописи античных авторов. Но наибольший интерес у него вызывали древнеримские памятники. Поэтому Петрарка отправился в Вечный город, который встретил его массой легенд. Например, здесь говорили, что Аполлон был астрологом, богом сарацин и вообще дьяволом. Платона считали врачом, а Цицерона — рыцарем и трубадуром. Многие из этих легенд откровенно раздражали Петрарку. Они совершенно не соответствовали его представлению о якобы древней античности. К тому же, весь этот хаос мифов и литературных источников абсолютно противоречил тому, что Петрарка увидел в действительности. Он писал: «Где термы Диоклетиана и Каракаллы? Где Цибриум Марса Мстителя? Где святыни Юпитера Громовержца на Капитолии и Аполлона на Палатине? В книгах находишь все, а когда ищешь их в городе, то оказывается, что они исчезли или остался от них только жалкий след». Надо сказать, что Петрарка был человеком с обостренным, слегка истерическим восприятием действительности. Поэтому постоянно выдавал желаемое за действительное. Ему тяжело было расстаться с тем образом Рима, который он себе когда-то мысленно нарисовал. Дымка мечты настолько заволакивала взор Петрарки, что, глядя на отчетливую надпись «Цестий Аполлон», сделанную на известной римской пирамиде Мавзолее, он настаивал, что это могила Рема. Из массы услышанных и прочитанных историй Петрарка отбирал только те легенды, которые казались ему исторически достоверными и таким образом
создавал некую унифицированную легенду. Но кроме нее, Петрарка не оставил потомкам никаких доказательств древности Рима, в которые он был так убежден. Всем известна легенда об основателях Рима, братьях Ромуле и Реме. В этой легенде сказано, что братьев выкормила своим молоком волчица. Этот классический сюжет изображает бронзовая скульптура, установленная в музее Капитолия в Риме. Это так называемая капитолийская волчица. Искусствоведы утверждают, что скульптура была сделана в V веке до нашей эры. Интересно, что V веком они датируют только скульптуру волчицы, а фигурки близнецов по официальной версии сделаны между 1471 и 1509 годами нашей эры. То есть 2000 лет волчица якобы простояла одна. А в 15 веке некий мастер по имени Антонио дель Палайола сделал для нее фигурки вскормленных ею близнецов. Но почему же историки датируют волчицу V веком до нашей эры? Считается, что об этой скульптуре упоминали якобы античные авторы Цицерон, Плиний, Тит Ливий. По одним свидетельствам, она стояла на Римском форуме, по другим — на Капитолийском холме, где сейчас находится ее копия. Однако описание скульптуры, которое можно найти у этих авторов, не соответствует тому образу, который мы видим сегодня. Древнеримские историки писали, что волчица облизывала близнецов, следовательно, ее морда была повернута в их сторону. Значит, речь шла о совершенно другой скульптуре. А первое упоминание об этой скульптуре сами историки датируют IX веком нашей эры и приписывают его одному монаху-бенедиктинцу. А в Палаццо дея Консерватория, где сейчас расположен Капитолийский музей, скульптура волчицы оказалась только в 1473 году по приказу папы Сикста IV, то есть во второй половине XV века. За всю историю своего существования скульптура капитолийской волчицы ни разу не реставрировалась. Но в 1997 году органы местного самоуправления Рима по надзору за памятниками искусства приняли решение сделать, наконец-то, полную реставрацию древнего памятника. Было решено, что эти работы будет проводить реставратор, специалист по металлургии Анна-Мария Каруба. Реставрация скульптуры длилась 3 года, после чего госпожа Каруба сделала сенсационное заявление. Знаменитая капитолийская волчица была изготовлена в средние века и не по античной методике, а по технологии более позднего периода. Дело в том, что во времена античности большие бронзовые скульптуры отливали по частям, а потом эти части сваривали, а статуя волчицы была отлита целиком. Но к этому типу литья перешли только в VIII веке нашей эры. Переход к этому типу литья единым куском был обусловлен развитием литья колоколов. В VIII веке у церквей начали строить колокольни, а на колокольнях бьют в колокола, чтобы призывать верующих на службу. Но колокола, даже больших размеров, не могли быть сварены, потому что это повлияло бы на частоту звука. Именно с этого времени начали отливать изделия без сварки, одним единым куском, так же, как и колокола. Вот в чем состоит разница. О том, что возраст одной из самых знаменитых в мире скульптур преувеличен как минимум на 1500 лет, говорят и результаты, полученные с помощью других методов исследования. Чтобы узнать структуру сплава, изучить композицию материалов, мы сделали термолюминесцентный
углеродный, минералогический и камнеграфические анализы Земли, оставшиеся от литья, чтобы узнать ее происхождение. Эти анализы показали неоднозначный результат. Датировка волчицы колеблется между VI и XIV веком после Рождества Христова. Анализы никогда не давали результаты, подтверждающие, что скульптура была сделана в этрусскую эпоху, то есть до Рождества Христова. Однако историки, получив эти новые данные, не торопятся переписывать биографию капитолийской волчицы. Многие относятся к исследованиям госпожи Карубы скептически, ведь она реставратор, а не археолог. Но результаты, которые она получила, поддержал и профессиональный археолог, профессор Национального института археологии и истории искусства Адриано Лареджино. Я был сразу заинтересован работой сеньоры Карубы, потому что она очень внимательный и серьезный специалист. Она очень внимательна к техническим деталям и материалам, прежде всего, когда дело касается произведения искусства. Многие историки придают первостепенную важность изучению эстетического характера и признают меньшую важность тех анализов, которые используют современные технологии. В любом случае, на базе этих исследований, которые касаются техники литья и тех анализов, которые были проведены, мы можем заключить, что речь идет о средневековом происхождении волчицы. Я в этом уверен. О том, что скульптура волчицы была сделана в средние века, говорит и такой факт. Историки утверждают, что в Древнем Риме существовал особый свод документов, в котором описывали реставрацию всех памятников и вообще любые наблюдения за их состоянием. Упоминания о скульптуре волчицы в этом своде появляются только в X веке. Но, может быть, сохранились какие-либо древние изображения скульптуры? Изображений капитолийской волчицы раньше эпохи каролингов нет. Первое изображение относится к XIV веку. Статуя капитолийской волчицы — это не единственный памятник искусства, который был отнесен историками Скаллигеровской школы во времена далекой античности. Я могу привести пример двух других бронзовых изделий, которые находятся в Перудже. Они немного больше волчицы. Одно изделие — это лев, другое — фантастическое животное — полугриф, полузверь. Эти два больших произведения искусства, о которых в прошлом велось очень много дискуссий, считались античными, этрусскими произведениями. Как потом оказалось, они тоже являются средневековыми произведениями, потому что в архивах Перуджи нашелся документ, в котором говорилось об оплате за работу по изготовлению этих двух фигур. Это надежный, подлинный документ. К сожалению, документов, подтверждающих средневековое происхождение капитолийской волчицы, пока не нашлось. Поэтому в музее не торопятся изменить официальную дату создания статуи, указанную на табличке. Да и вообще, стараются не комментировать результаты исследований Анны Марии Карубы. Публике надо давать возможность сформировать собственное мнение. Это важная вещь. Музеи — это места познания, а также изучения для публики, а не только для ученых. Я думаю, что мы должны давать публике доступные инструменты для того, чтобы она могла составить собственное мнение на основе точных данных, документов, достоверной информации. Так что если историки перестанут упорствовать в своих заблуждениях и непредвзято изучат результаты, полученные с помощью современных методов исследования древних памятников, то наконец-то сами убедятся, что статуя капитолийской волчицы была сделана не раньше XIV века нашей эры.
Хронологические странности окутывают и знаменитую конную статую Марка Аврелия. Современные историки утверждают, что эта статуя была изготовлена якобы в период со 166 по 180 годы, то есть во II веке нашей эры. Но, например, средневековый ученый Рикабальд из Феррары, живший в конце XIII – начале XIV века, утверждал, что статуя Марка Аврелия была отлита и установлена по приказанию папы Климента III. Но Климент III жил не во II веке, а в XII. Ученым, которые занимались историей Рима через несколько веков после Рикабальда, это заявление очень не нравилось. Например, немецкий историк и писатель XIX века Фердинанд Григоровиус растерянно писал: «Каким образом при таком низком уровне, на котором стояло в Риме тогда искусство, могла быть выполнена подобная работа из бронзы?» Если следовать логике Григоровиуса, то в средние века римляне ничего достойного делать не умели. А на много столетий раньше, во времена античности, были искуснейшими мастерами и уверенно отливали такие массивные бронзовые шедевры, как статуя Аврелия. Вызывает сомнение не только дата создания статуи. Точно не установлено, кем она была создана и где стояла в Древнем Риме. Есть предположение, что первоначально статую установили напротив Римского форума. Сегодня это подтвердить или опровергнуть практически невозможно. Но главная загадка в другом. Так как в средние века статуя была обнаружена совершенно случайно на одной из римских площадей, то якобы по ошибке ее приняли за изображение Константина Великого, а не Марка Аврелия. Считается, что благодаря этой ошибке она и сохранилась. Потому что в мрачную эпоху Средневековья церковь целенаправленно уничтожала античные шедевры, как языческое наследие. А Константин, как известно, сделал христианство господствующей религией римского государства и почитается церковью как святой, поэтому его изображение не тронули. Но почему же со временем римляне стали считать, что древний скульптор запечатлел не Константина, а Марка Аврелия? Ведь на статуе нет никаких надписей. Постамент, на котором она возвышается, был сделан Микеланджело только в XVI веке. Оказывается, все очень просто. В XV веке библиотекарь Ватиканской апостольской библиотеки Бартоломео Сакки рассматривал изображение Марка Аврелия на древних монетах. Ему показалось, что это изображение очень похоже на облик статуи. Вот так на глазок была установлена и личность всадника, и время появления этого шедевра. В итальянской столице есть еще один исторический памятник, необычайная древность которого также вызывает сомнения. Это колонна Траяна, установленная на форуме Траяна. Считается, что этому памятнику уже 1800 лет. Сверху донизу колонна покрыта рельефными рисунками. Историки утверждают, что здесь изображены события двух войн римского императора Траяна с даками, происходившими якобы во II веке нашей эры. Однако эти утверждения не подкреплены никакими конкретными аргументами, потому что на самой колонне нет ни одной надписи. Нет ни имен, ни дат, ни географических названий. К тому же на вершине колонны находится не статуя Траяна, а статуя Святого Петра, которая была установлена по приказу папы Сикста V в 1588 году. А внешним видом и конструкцией
Колонна очень похожа на столпы, изображенные на православных иконах. Хорошо известно, что в христианстве существовал обычай столпничества. Столпниками называли праведников, избравших для себя особый подвиг — стояние на столпе. Сегодня принято считать, что столпники взбирались на вершины столбов, башен или скал, чтобы, уединившись от мира, посвятить себя благочестию и непрерывной молитве. Но, скорее всего, столпники забирались на столпы лишь в определенное время, чтобы провозглашать молитвы, как это до сих пор делают мусульманские муэдзины. Мусульмане для этих целей строили минареты, а христиане, вероятно, строили столпы или колокольни. Это сегодня с вершины христианских колоколен звучат только голоса колоколов. А в старину колокола чаще всего устанавливались не на колокольнях, а на низких помостах или стенах звонниц. А столпы, которые мы сегодня устойчиво отождествляем с колокольнями, могли использоваться в основном как минареты. Это изображено и на старинных иконах. Например, на иконах Симеон Столпник святой читает молитву на вершине столпа колокольни. Так что, скорее всего, у христианских колоколен и у мусульманских минаретов было одинаковое предназначение. Как элементы абсолютно разных архитектурных стилей, их стали рассматривать только с XVII века, после разделения единого христианского культа на несколько ветвей. А теперь вернемся к колонне Траяна. Внешне она производит впечатление монолитного строения. Но на ее вершине находится балкон, огражденный решеткой. Значит, на него можно подняться. И действительно, в описаниях колонны говорится, что внутри нее расположена винтовая лестница, ведущая на самый верх. Похоже, что колонна — это христианское сооружение, которое изначально строилось как столб-минарет для чтения молитв. Если это действительно так, то становится абсолютно понятно, почему на вершине колонны находится статуя святого Петра, который считается первым римским папой. Как мы уже говорили, по традиционной исторической версии, статуя была установлена в 1588 году, так что, скорее всего, и сама колонна была построена примерно в то же время. Эту версию подтверждает и изображение на колонне. На щиты многих воинов художник поместил полумесяцы, звезды и христианские кресты. Историки не могут дать объяснения, почему щиты якобы античных воинов украшены христианской символикой. В литературе, описывающей колонну Траяна, об этом нет ни единого слова. Но если перенести время сооружения колонны в XVI век нашей эры, то все становится понятно. О том, что возраст колонны не превышает 500 лет, можно судить и по скорости разрушения этой постройки. Надо сказать, что постоянное наблюдение за древними архитектурными памятниками ученые ведут лишь последние 300 лет. Но этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы убедиться. Из столетия в столетие скорость разрушения древних строений примерно одинакова. А теперь сравним, как выглядела колонна Траяна в XIX веке и как она выглядит сегодня. Отчетливо видно, что за какие-то 100 лет рельеф во многих местах разрушился, появилось много трещин и выбоин. Если бы колонна действительно была построена во II веке нашей эры, то за 1800 лет от уникального рельефа уже практически ничего бы не осталось. Пройдемся по дворцу Ватикана. Это апартаменты Борджиа. Они были построены по приказу папы Николая V в середине XV века. А с 1492 по 1503 годы они служили покоями папы Александра VI Борджиа.
До него такого роскошного убранства в этих покоях не было. Именно по приказу Александра VI в течение 2 лет они были расписаны художником Бернардино де Бетто, прозванным Пинтурикио, и его подмастерьями. Апартаменты Борджиа состоят из нескольких залов. На сводах одного из них, так называемого «зала Севилл», находится уникальный зодиак. Интересно, что его подробного изображения нет ни в интернете, ни в альбомах. Публикуются лишь отдельные фрагменты. А до 2005 года даже во время частного посещения музея нельзя было сделать фотографию этого зодиака. Только папа Бенедикт XVI, избранный в 2005 году понтификом, разрешил посетителям фотографировать в музеях Ватикана. Зодиак состоит из 8 отдельных картин. 7 из них посвящены 7 планетам, известным в древности. Это Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Сатурн, а также Луна и Солнце. 8-я картина, подписанная словом «астрология», изображает создание античной системы мира Птолемея. На этом зодиаке, как и на многих других зодиаках, зашифрована некая дата. Естественно предположить, что это дата создания Птолемеевской системы мира. Ведь никаких других событий на зодиаке не изображено. Но если это действительно так, тогда расшифровка этого зодиака может быть совершенно нежелательна для историков. Поэтому и невозможно найти полное изображение зодиака в открытой печати. Согласно хронологии Скаллигера Петавиуса, древний астроном Клавдий Птолемей, создавший знаменитую систему мира, жил во II веке нашей эры. Считается, что его системой пользовались 1500 лет, вплоть до появления в XVI веке гелиоцентрической системы Николая Коперника. Как правило, итальянские зодиаки устроены достаточно сложно. Их составители старались, чтобы с первого взгляда ничего нельзя было понять. Изображенные на зодиаке соответствия планет и созвездий иногда настолько расплывчаты, что заранее можно сказать, у такого гороскопа будет много астрономических решений. Для того, чтобы определить, какая из дат точная, нужна дополнительная астрономическая информация. Ее содержат не все средневековые зодиаки. К счастью, на зодиаке в зале Севилл такая информация есть. Используя компьютерную программу Horus, можно найти все решения гороскопа зодиака в пределах с 500 года до нашей эры до 1900 года нашей эры. Эти вычисления провели ученые-математики Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Оказалось, что у гороскопа в апартаментах Борджиа существует только одно решение — 28 августа 1228 года нашей эры. Но если в этом зодиаке зашифрована дата изобретения Птолемеем его системы мира, которую он изложил в своем знаменитом сочинении «Альмагест», значит, традиционная датировка жизни Птолемея ошибочна. Историки утверждают, что эпоха жизни Птолемея — это II век нашей эры, а дата, записанная в зодиаке, 1228 год, это XIII век нашей эры. Разница составляет 1100 лет. Дата, записанная на зодиаке астрономии в палатах Борджиа, в корне противоречит скаллигеровской датировке эпохи Птолемея, якобы II век нашей эры. И вообще она противоречит скаллигеровской картине истории в целом. С другой стороны, она идеально укладывается в новую хронологию. Напомню, что согласно одному из важнейших результатов новой хронологии, полученному Анатолием Тимофеевичем Фоменко
Владимиром Вячеславовичем Калашниковым и мной в середине 90-х годов прошлого века. Это датировка звездного каталога Альмагеста, согласно которой этот каталог, вошедший в труд Птолемея, не мог быть составлен ранее 600 года нашей эры и позднее 1300 года нашей эры. Так вот, дата 1228 в точности попадает в этот интервал независимой датировки звездного каталога Альмагеста и таким образом идеально согласуется с новой хронологией. Итак, получается, что Птолемеевская система мира, изложенная в звездном каталоге Альмагест, была создана в XIII веке нашей эры. Однако в целом Альмагест мог редактироваться и дополняться вплоть до XVI века, пока окончательно не вышел из употребления в связи с появлением теории Николая Коперника и Тихо Браги. Считается, что замок Святого Ангела был построен во II веке нашей эры по приказу римского императора Адриана, который строил этот замок как усыпальницу для себя и членов своей семьи. Историки утверждают, что сначала замок Святого Ангела был только гробницей, но впоследствии стал резиденцией римских пап и одновременно их сокровищницей. Когда-то на стенах замка было довольно много старинных белокаменных папских гербов. Но по прошествии времени многие из них сбили. Например, сбиты оба герба, расположенные на самой вершине, прямо под увенчивающей замок статуей архангела Михаила. Еще два герба были расположены на самом почетном месте, прямо над входом в замок. Сбить их было не так-то просто. Они находятся на отвесной стене. Тем не менее, их тоже уничтожили. Зачем это было сделано? Некоторые историки объясняют уничтожение гербов тем, что это были гербы папы Александра VI Борджиа, вошедшего в историю как чудовище разврата. Так как преемники Борджиа сильно его ненавидели, то сбили все его гербы. Но это объяснение выглядит весьма странно. Во-первых, совершенно непонятно, зачем было так обезображивать замок, в котором папы продолжали жить. Если уж им были ненавистны гербы Борджиа, то они могли бы убрать их аккуратно или же заменить своими гербами. Странно, что они этого не сделали. Еще более странно, что, сбивая гербы папы Александра Борджиа, они почему-то оставили нетронутыми надписи с его именем. Например, под сбитым гербом, расположенным над входом в замок, до сих пор красуется четкая и совершенно целая надпись «Папа Александр VI устроил в год от Спасителя 1495». Кроме того, под некоторыми сбитыми гербами мы видим надписи с именами других пап. Сегодня уже трудно понять, что именно было изображено на папских гербах в замке Святого Ангела. И за что их так безжалостно уничтожили? Ясно одно. В папском замке была проведена тщательная зачистка. Подлинные старинные изображения кому-то помешали и были уничтожены. Невнятные объяснения историков дают основания предполагать, что вся история замка Святого Ангела была не такой, как принято сегодня считать. Согласно нашей реконструкции, замок Святого Ангела был построен примерно в 1453 году папами-беглецами, которые вывозили из захваченного Константинополя сокровища, государственную казну. Эта казна была вывезена на кораблях, и сегодня сундуки, в которых она хранилась в те годы, выставлены в музее замка Святого Ангела. Папы спасали сокровища от османов, захвативших Царьград в середине XV века.
После прибытия беглецов на новое место, в итальянский Рим, первым делом им необходимо было создать укрепленную тайную сокровищницу для хранения привезенного золота. Дело не терпело промедления, и, вероятно, поэтому ее не стали строить заново, а воспользовались уже готовым сооружением. Скорее всего, в то время в замке располагался городской театр, а не древняя гробница, как утверждают историки. Замок Святого Ангела стоит на самом берегу реки Тибр. Согласно нашей реконструкции, корабли, груженные драгоценностями, которые вышли из Константинополя перед его захватом османами, они остановились у берега реки в том месте, где рядом, совсем рядом, стояли остатки старого театра. Этот театр срочно укрепили, превратили в мощный укрепленный замок, и туда перенеслись корабли и сокровища. Это было незадолго до 1453 года нашей эры. Для большей надежности переделанный из театра замок был дополнительно окружен крепостной стеной с башнями по углам. По каким-то причинам позднейшие папы захотели скрыть, что их предшественники нашли пристанище в старом городском театре. Поэтому придумали легенду о том, что в античные времена замок Святого Ангела был мавзолеем римского императора Адриана. Для большей убедительности историки даже создали макет мавзолея, который, кстати, очень похож на театр. Даже сегодня видно, что прежде всего замок Святого Ангела — это укрепленная тайная сокровищница, причем созданная по образцу египетских пирамид. Мы говорили в наших предыдущих фильмах, что по версии Фоменко и Носовского пирамиды были потайными царскими сокровищницами Великой Русской империи XIV-XV веков. Что, конечно, не мешало им одновременно служить храмами или гробницами. Пирамиды были идеальным местом для тайного хранения сокровищ. Их невозможно было беспрепятственно взломать, потому что они были расположены на виду у всего народа. Такое циничное ограбление сокровищницы выглядело бы как святотатство. Не исключено, что пирамиду можно было открывать только в личном присутствии царя. Чтобы попасть в сокровищницу, сначала надо было отодвинуть многотонный камень в стене пирамиды, загораживающий вход. Затем пройти вглубь пирамиды до внутренней камеры, не попав при этом ни в одну из приготовленных для непрошенных гостей ловушек. И, наконец, забрав сокровища, пройти весь путь обратно. Ясно, что все это невозможно было проделать незаметно. В замке Святого Ангела путь во внутреннее помещение идет по винтовому подъему, постепенно поднимающемуся вверх в толще каменной кладки замка. Подъем был сделан просторным, вероятно, чтобы по нему могли проезжать груженные обозы. Тем не менее, при нападении он весь хорошо простреливался. Кроме того, перед самым входом во внутреннее помещение замка проход сужается. Над ним расположен широкий колодец, через который можно было сверху поражать нападавших, а при необходимости завалить проход, полностью перекрыв доступ внутрь. По-видимому, таков был старый имперский способ хранить казну. Именно так и был устроен замок Святого Ангела. Считается, что Ватикан был основан в IV веке нашей эры. Согласно общепринятой хронологии, именно в то время император Константин Великий принял христианство и сделал его господствующей религией в Римской империи. Однако путеводители по Ватикану сообщают, что все здания, расположенные в Ватикане сегодня,
построенный не ранее второй половины XV века. Самым древним сооружением в Ватикане считается собор Святого Петра. Принято считать, что его возвели в IV веке еще при самом Константине Великом. И впоследствии только перестраивали. Однако это не так. Сами историки признают, что Константин Великий повелел поставить на могиле апостола Петра совсем другую церковь-базилику, от которой ничего не осталось. Сообщается, что вскоре после постройки она была сильно повреждена. Виноват в этом был якобы папа Дамас I, который распорядился прорыть в округе каналы. В результате этого строительства к базилике стали направляться потоки воды, которые и разрушили церковь. Интересно, что, несмотря на это, папа Дамас был причислен к лику святых. В Ватикане в его честь даже назван двор Святого Дамаса. После разрушения первой церкви-базилики был построен вот этот собор Святого Петра, который многие по ошибке считают очень древним, однако построен он был в XVI-XVII веках. В 1626 году его осветил папа Урбан VIII. Но была ли здесь вообще когда-нибудь первая церковь-базилика? Посмотрим на несколько старинных рисунков, на которых изображен Ватикан XVI века. Вот, например, старинная фреска 1537-1541 годов, находящаяся в замке Святого Ангела в Риме. На ней изображен театр Браманте, идущий вниз по склону холма и соединяющий папский замок Бельведер, расположенный на вершине холма, с апартаментами Борджиа. Справа вдали виден замок Святого Ангела. Но тогда на переднем плане, или несколько левее, должен быть виден собор Святого Петра, но его там нет. Нет здесь и старинной церкви-базилики. Вместо них изображен пруд, на котором разыгрывается морское представление. Вокруг пустырь. Глядя на эту фреску, становится понятно, почему историки, говоря о театре Браманте, слово «театр» применяют как бы в переносном смысле. Дескать, на самом деле это был никакой не театр, и получил это название по ошибке. Однако на фреске совершенно очевидно показано, что нижняя часть театра представляла собой пруд для морских представлений. А выше, в Бельведерском дворе, устраивались рыцарские турниры. Один такой турнир, устроенный папой Пием IV по случаю бракосочетания своих родственников, изображен на сохранившейся до нашего времени старинной фреске. Следовательно, никакой древней базилики над гробом Святого Петра в то время не было. Посмотрим еще на одну старую картину, изображающую Ватикан XVI века. На ней показана верхняя часть театра Браманте. Там, в XVI веке, хранилась коллекция мраморных, якобы античных скульптур, принадлежавшая папе Юлию II. На этой картине место собора Святого Петра, к сожалению, не захвачено. Но хорошо видно, что вокруг театра Браманте во все стороны раскинулось чистое поле. В середине XVI века оно еще было совершенно необжитое. Хотя вряд ли бы оно так пустовало, если бы еще с IV века на нем стояла величественная базилика, воздвигнутая по приказу самого Константина Великого. А это рисунок из Всемирной хроники Шеделя, выпущенный якобы в 1493 году. На этом рисунке тоже изображен Ватикан. На высоком холме стоит крепость. Вероятно, это Бельведер. Внизу папский дворец в виде средневекового рыцарского замка. А на месте собора Святого Петра изображен обычный дом с надписью «Святой Петр». Видно, что дом этот мало похож на церковь. Скорее всего, эту надпись на рисунке сделали позже. Ватикан XVI века изображен и на известной универсальной космографии Себастьяна Мюнстера,
якобы 1550 года. На рисунке хорошо виден замок Святого Ангела и мост через Тибр. Рядом на горе виднеется Бельведер. Театра Браманта еще нет. От замка Святого Ангела идет крепостная стена, соединяющая его с Папским дворцом, построенным в виде рыцарского замка с высокой сторожевой башней. Рядом с этим дворцом должна располагаться базилика Константина, якобы стоявшая на месте нынешнего собора Святого Петра. Но почему-то нет никакой надписи, говорящей о ней. В то же время Папский дворец подписан «Палатиум Папы». Неужели Папский дворец имел для Себастьяна Мюнстера больше значения, чем базилика, поставленная Константином Великим над гробом самого апостола Петра? Вряд ли такое возможно. Скорее всего, никакой базилики в XVI веке там просто не было. Если, по мнению историков, Ватикан насчитывает более 1500 лет непрерывной истории, то примерно столько же лет должно быть и библиотеки Ватикана. И многие думают, что так оно и есть. Однако, как сообщают сами историки, известная папская библиотека была основана только в XV веке. При этом они не объясняют, почему в течение 1000 лет папам не приходила в голову мысль о создании книгохранилища. И только в 1475 году папа Сикст IV издал буллу об основании библиотеки. Известно, что ее основу составила коллекция папы Николая V, состоявшая из 834 латинских кодексов. Откуда у папы появилось в личном распоряжении столько рукописей, историки Ватикана не сообщают. Якобы он их сам где-то собрал для своего личного пользования, пока еще не был папой. А потом привез с собой в Ватикан. Николай V стоял во главе Ватикана с 1447 по 1455 годы, то есть на 20 лет раньше Сикста IV. Интересно, что в 1475 году в папской библиотеке было уже 2527 греческих и латинских рукописей. Если не считать коллекции Николая V, то в год своего основания библиотека насчитывала уже 1693 книги. Если бы римские папы собирали и передавали эти книги, начиная с IV века, как часто принято думать, то нет ничего удивительного, что за 1000 лет собралась такая большая коллекция. Изготовление книг в средние века было делом дорогостоящим, поэтому хранили их очень бережно. Кроме того, книги были необходимы для богослужения. Но если в действительности библиотека была основана только в XV веке, откуда в ней сразу оказалось такое количество книг? По нашему мнению, библиотека появилась в Ватикане при папе Николае V в момент основания Ватикана. По-видимому, из Царьграда, захваченного османами, была вывезена библиотека, царская библиотека империи. Первоначально в ней было около 800 книг. Скорее всего, папа Николай V, конечно, не собирал книги по отдельности то тут, то там. В основу библиотеки легла старая библиотека империи. Через некоторое время количество книг увеличилось. За 20 лет собрали примерно 2500 книг. Поэтому к 1475 году уже возник довольно большой фонд, и была основана библиотека. То есть все происходило естественным путем. Интересно и место, которое было выбрано для Ватиканского книгохранилища. Это нижний этаж северного крыла Папского дворца. До образования библиотеки здесь был погреб или амбар. Странно, что папы не подобрали для хранения книг более подходящего места.
Анатолий Фоменко и Глеб Носовский считают, что во всем этом нет ничего удивительного. То, что Ватиканскую библиотеку пришлось разместить в каком-то погребе или амбаре, косвенно подтверждает нашу мысль, что в середине 15 века Ватикан еще только-только строился. Помещений не хватало, и поэтому библиотеку пришлось разместить в каком-то бывшем хозяйственном помещении. Более просторное помещение Ватиканская библиотека получила только через 100 лет, уже при папе Сиксте V в конце XVI века. По заказу Сикста V архитектор Доминик Фонтана построил поперечное крыло в Бельведерском дворе на месте первой лестницы Браманте. Здесь и разместилась папская библиотека. Стены нового роскошного здания были расписаны картинами, которые рассказывали о древних библиотеках и об изобретателях письменности. И, конечно же, на них были изображены эпизоды истории правления папы Сикста V. Конечно, хронологический разрыв более чем в 1000 лет между основанием Ватикана якобы в IV веке и появлением Ватиканской библиотеки в XV веке настолько бросается в глаза, что историки вынуждены это как-то объяснять. Но их объяснения, как это часто бывает, звучат совершенно неубедительно. Историки говорят: да, Ватиканская библиотека была основана лишь в XV веке. Но не следует думать, что до этого времени в Ватикане вообще не было никакой библиотеки. Библиотека была, только секретная. Настолько секретная, что о ней никто из посторонних ничего не знал. Поэтому средневековые сведения о ней не сохранились. Существование секретной библиотеки — это всего лишь предположение, которое сегодня уже невозможно проверить. Поэтому совершенно очевидно, что такое странное объяснение ничего не объясняет. Капитолийская волчица, замок Святого Ангела, статуя Марка Аврелия — это лишь небольшая часть так называемых древних памятников, в истории которых были обнаружены странные противоречия. О других малоизвестных фактах мировой истории и о новых исследованиях авторов новой хронологии смотрите в наших следующих фильмах из цикла «История, наука или вымысел».